Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании, и сегодня мы совершим прогулку по пустыне Вади-Рам. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интересней. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Пустыни – это необычный и непривычный мир. Пустыня Вади-Рам – одно из самых фантастических мест, где мне довелось побывать. Почти другая планета. День под ясным солнечным небом, в бескрайних песках, где нет ни одного деревца, только бесконечные камни и красные скалы, лабиринты каньонов и оглушающая тишина. Для тех, кто хочет попробовать что-то новое, поход по Вади-Рам станет большим приключением. Я приехал в Вади-Рам с раннего утра на рейсовом автобусе, так как понимал, что времени на исследование понадобится очень много. Передо мной был выбор, как организовать свое пребывание в пустыне. Это сафари на джипах по интересным местам, а там таких очень много. Прогулки на верблюдах, но стоит иметь в виду, что с непривычки даже после непродолжительной поездки все тело будет болеть. Полеты на воздушных шарах. Двухчасовой полет обойдется примерно в 150 динар, это где-то 13 тысяч рублей. Скалолазание. Чтобы исследовать местные скалы, можно обратиться к местным скалолазным гидам. Я выбрал сафари на джипах, тем более, что мне повезло. Мы разделили стоимость аренды джипа на 5 человек. В это время как раз две немолодые пары из Израиля также рассматривали вариант аренды джипа. Вади-Рам – каменистая пустыня на юге Иордании, в 20 километрах к востоку от города Акаба на Красном море. Пустыня названа по имени главной долине. Вади – это арабское название сухих русел рек и речных долин, временных водных потоков. Рам – название реки, а также горы и деревни. Пустыня стала известна широкой публике после съемок фильма «Лоуренс Аравийский» в 1962 году. Сегодня она является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и вторым по популярности местом в Иордании после скального города Петра. При своей относительной компактности, площадь около 700 квадратных километров, Вади-Рам исключительно разнообразна в плане рельефа. Ее горы образованы гранитом, базальтом и известняком, а масштабы их огромны. Самая высокая точка – гора Ум-Амдами, 1830 метров, а вторая по высоте гора – Джебель-Рам, 1754 метра. Примерно 5 миллионов лет назад вся эта территория была частью дня океана Тетис. С тех пор силы природы создали в скалах пустыни множество скульптурных произведений. Здесь есть каменные арки, каньоны, отдельно стоящие камни причудливых форм. Помимо своих фантастических пейзажей, Вади-Рам интересно с точки зрения аутдор-активностей. Здесь можно ходить в трекинг, заниматься альпинизмом, скалолазанием и каньонингом, кататься на верблюдах, летать на воздушных шарах и даже кататься на сэндборде с высоких песчаных дюн. Местные бедуины предлагают набор стандартных туров, в основном на 1-3 дня, но могут организовать любое путешествие индивидуально. В основном туристы приезжают в Вади-Рам ненадолго, проездом в Петру, не подозревая, сколько еще необычного и прекрасного можно открыть, чуть-чуть свернув с протаренных путей. Можно провести в пустыне не одну неделю, если исследовать ее неспешно, смакуя детали.
Круглый год в пустыне достаточно сильный перепад дневных и ночных температур. Зимой днем температура может быть 18-24 градуса, летом до 35-40 градусов. Ночью температура резко опускается, а зимой нередки ночные заморозки, после чего утром песок покрывается инеем. Самое приятное время для поездки в пустыню – весна и осень, особенно апрель и октябрь. Но туристов в это время больше всего. Впрочем, если подобрать подходящую экипировку, можно смело ехать в Вади-Рам в любое время года. Вади-Рам населяют бедуины, представители кочевых племен Аравийского полуострова. Жизнь в пустыне непростая. Им приходилось адаптироваться к суровому климату и дефициту воды и пищи. Деревня Рам стоит рядом с источником воды у подножия одноименной горы, поэтому всегда была ключевым местом в пустыне. Через Рам проходили караванные пути, соединяющие Аравийский полуостров со Средиземноморьем. Сейчас почти все жители Рам связаны с туризмом. Практически у каждой семьи в деревне, помимо дома, есть свой лагерь в пустыне. Это небольшой палаточный городок, где главная палатка – гостиная, столовая, а маленькие палатки – спальни гостей. Кроме этого, есть основательные строения – туалет и кухня. Лагеря ставят в самых живописных местах и всегда рядом со скалами, чтобы максимально защитить от ветра. Кроме источников в деревне, воды в пустыне нет, поэтому вся вода в лагерях привозная. Бедуины относятся к туристам весьма доброжелательно, но стоит помнить об их традициях и относиться к ним с уважением. Так же, как и остальные иорданцы, они мусульмане, и у них запрещен алкоголь. Вади-Рам даже места для ночевки заслужат отдельного рассказа и внимания, ведь здесь вы можете остановиться в кемпинге, который стерилизован под деревню бедуинов. А еще вы можете устроить себе совсем дикий отдых и, взяв палатку и все необходимое, переночевать прямо в пустыне, вдали от людей и цивилизации. Скалы, кажущие издалека просто одиночными изваяниями посреди песков, при близком рассмотрении оказываются потрясающими фактурами. Ветер не жалеет камень, выдувая из скал мелкие частички, которые становятся песком, покрывающим пустыню. Многие коренные жители пустыни Вади-Рам, бедуины, сегодня занимаются работой с туристами, точнее занимались до пандемии. А вот сейчас, я думаю, им сложно сводить концы с концами. Есть, конечно, и бедуины, которые до сих пор живут в пустыне, как кочевники и разводят скот, но их осталось немного. И да, некоторые из тех бедуинов, что работают с туристами, хорошо говорят по-английски. Большинство бедуинов живут в деревне Рам. В пустыне ночуют немногие. Есть и бедуины, практикующие комбинированный образ жизни. Часть года они проводят в пустыне, часть в деревне. Все иорданские бедуины держатся в пределах Иордании, и границу Саудовской Аравии, которая находится рядом с Вади-Рамом, не пересекают. Там достаточно жесткий контроль. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.